Как и обещали, мы начинаем постепенно разбираться с тем, что происходит на территориях, контролируемых исламским государством, так называемым исламским государством, мы его называем Даиш, или же на территории, которые прилегают к территориям, которые контролируются Даиш. Наш собеседник, генеральный секретарь курдских сил Пешмерга Джабар Явар, человек, у которого берет интервью Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, и вот теперь берем интервью мы. Почему силен ИГИЛ? Как относятся курды к США, к Европе, к помощи из США и Европы? Как относятся курды к России и российскому присутствию в Сирии? Мне интересно, я думаю, вам будет интересно также. Ирак как государство возникло после Первой мировой войны. В то время Ирак входил в состав Османской империи, однако после ее распада Ирак стал колонией Британской империи согласно мирного договора. Однако курдский народ не хотел быть частью Ирака, поэтому было создано собственное государство, которое пыталось добиться независимости в 1921 году и основать страну Курдистан, что было записано в Международном Северском мирном соглашении. Данное мирное соглашение было заключено между странами, принимавшими участие в той войне: Францией, Англией, Италией и США. В 1923 году был подписан также Лозаннский мирный договор, который заменил Северский договор. Курдистан разделили на 4 части. Часть Ираку, часть Сирии, часть Турции, 4-я часть Ирану. Это была новая часть территории для Ирака. Таким образом было создано королевство на территории Ирака. И началась борьба за независимость, которую мы называем революцией шейха Махмуда. Все это началось в 1930 году и продолжалось до 1935 года. После революция продолжилась, потому что курдский народ не хотел быть вместе с Ираком. Национальное движение продолжилось и после того, как Иракское королевство стало республикой в 1958 году. После этой ситуации началась эра Саддама Хусейна и его диктатуры, которая продлилась до 2003 года, до операции по освобождению Ирака. Регион Курдистан в составе Ирака был основан в 1992 году. И тогда весь Ирак вышел на демонстрации против нас. Саддам Хусейн тогда подавил протесты курдов, чтобы иметь под контролем весь Ирак. Но европейские страны объявили санкции стране. Это парализовало иракскую экономику. Но с тех пор Курдистан как регион получил автономию в Ираке. У Курдистана есть собственный парламент, выборы в который происходят каждые 4 года. Вся этническая территория курдов из всех 4 стран – Ирака, Сирии, Турции, Ирана – насчитывает население порядка 40 миллионов человек. Только на территории Ирака живет 7 миллионов курдов. Но на нашей земле живут и другие люди, других национальностей. Также у нас много религий. Самая большая этническая группа – курды, арабы и туркманы. Среди религий – христиане, езиды, мусульмане, среди которых и сунниты, и шииты. Однако есть противостояние и несогласие между суннитами и шиитами. В 2014 году Даиш атаковали Ирак. Также они контролировали северную часть Ирака и такие города, как Мосул, Салахди, Рамади, часть города Киркук. С тех самых пор Курдистан и Пешмерга выступают против Даиш и ведут с ними борьбу. Совсем скоро будет ровно 2 года с тех пор, как мы защищаем свои территории. Мы вырыли ров на границе в 1000 километров. Мы защищаемся от Даиш.
يعني لهريم كردستان بيشمرگە هێزەکانی پێشمەرگە کەوتنە شەڕ لەگەڵ داعشە ئێمە وا نزیکەی بەرەو 2 ساڵە شەڕی داعشەکەی لە زیاتر لە Мы защищаем себя на высоком и профессиональном уровне. Войска США очень помогают и поддерживают. Особенно воздушные силы, которые атаковали силы Даиш, а также проводили подготовку пешмерга. Также они поддерживают нас оружием. Кое-что мы получаем от армии. И именно это сдерживает Даиш от того, чтобы они не захватили земли Курдистана. Данная коалиция поддерживается 60 странами во главе с Соединенными Штатами Америки. Курдистан на линии фронта разделен на 8 секций. За каждым сектором закреплен командир, а также есть еще один наблюдатель из армии США. Завтра мы поедем в сектор 4, который защищает Киркук. Потому что Киркук находится под угрозой. Даиш пытается захватить Киркук под свой контроль. Там есть нефтяные месторождения и нефтяные запасы для продаж. Пешмерга остановила их, защищает Киркук. وداعش يوسف لماري كركوك ده بو كبتواني انه تكيبه خاشا والله بيشمرگه نيشتو دفاعي لكركوك. Даиш продает нефть. Кому? Кто покупает нефть у Даиша? Я не знаю, потому что мы с ними не живем. Ходит много слухов, но у нас нет доказательств. Сейчас у Даиш есть границы с Турцией, Сирией и Иорданией. Они могут продавать кому-либо из этих стран, но у нас нет доказательств. Курды говорят о независимости и проведении референдума. Как вы считаете, курдский народ проголосует за независимость Курдистана? Да, определенно. Еще с 1980 года, после основания иракского государства, курды пытались добиться независимости. А пешмерга или либеральные города, к примеру, Мосул, согласны? Определенно. Нужна поддержка и армии, и коалиции. Действительно ли Даиш настолько сильны? Да. Потому что у Даиш есть более 30 тысяч боевиков, а также много оружия. То есть у них есть 30 тысяч боевиков в Ираке и в Сирии. Сколько человек в пешмерге? На всей линии фронта у нас 100 тысяч солдат пешмерги. В Европе у нас появились новости, что Турция отправила в Ирак войска, и Багдад попросил Турцию покинуть Ирак. Да, это верно. Турция отправила военных и инструкторов для подготовки солдат на христианской территории. Но это не понравилось иракцам, что повлекло за собой несогласие. Курдский народ в Ираке хочет помощи от Турции. Вы можете объяснить отношение курдов в Ираке к Турции? Турция друг или нет? У нас есть экономические отношения, это первое. Многие товары продаются в нашем регионе. А также через нас проходят дороги дальше, и компании осуществляют перевозки по нашей земле. Последний вопрос. Что вы думаете по поводу российской интервенции на Ближний Восток? То, что Россия делает в Сирии, это хорошо или плохо? Как вы считаете? ما مسألة أو تحالف يك سدروز بواجه قال تحالف إيش وصلاته كان أو تحالف أو كل شيء منه لأنه روسيا وسوريا وإيران وعراق بيجومان إما هر تحالف يك بيبوشر ديجي داعش إما بباشي أزارين كهدف رئيسي كيش شر ديجي داعش به أو أنا الشر ديجي داعش كانوا بردمان داعش. Это было соглашение между Россией, Сирией, Ираном и Ираком.
бороться с Даиш. И мы согласны с любым, кто будет помогать нам в борьбе с Даиш. Мы не часть этой коалиции, но работаем с ними. Генеральный секретарь курдских сил Пешмерга Джабар Явар.